Дорогие друзья, всем привет! Я рада приветствовать вас на моем канале «Психология Виктории». Я практикующий психолог и кинотерапевт. Я использую фильмы как катализатор для личностного роста, для диалога, для самопознания и личностных трансформаций. Я считаю, что искусство кино и фильмы уже созданы для нас. Это целая киноиндустрия, да? Люди, кинорежиссеры, актеры тратят целую жизнь на съемки фильмов. И я считаю, что именно фильмы и картины, они потрясают нас, они попадают в наше сердце и душу. И, конечно же, настоящий шедевр кино должен делать промежуточную остановку в области интеллекта. И сегодня таким фильмом, триггерным и трансформационным, будет для нас фильм «Мотылек» 2017 года. Совместная коллаборация нескольких стран: США, Чехии и Испании. И моя уникальная черта в том, что я смотрю фильмы в языке оригинала, потому что я не только психолог, у меня еще есть лингвистическое образование, я владею английским языком свободно. Я смотрю фильмы в оригинале, и далее я делаю для вас интерпретацию и анализ фильма, основываясь на своих знаниях и основываясь на своем опыте, и также своей личной рефлексии и того, что я смотрю фильмы в оригинале, мне ничего не мешает восприятию. Поэтому, если ты гость на моем канале, ставь лайк этому видео и подписывайся на колокольчик. Режиссер этой картины Михаэль Нойер. Этот фильм — это экранизация одноименного автобиографического романа заключенного Анри Шарьера, основанного на книге, которая называется «Папиллон». Эта книга стала бестселлером в 1969 году и переведена она на более чем 30 языков мира. В год выхода этой книги «Папиллон» было напечатано более 10 миллионов экземпляров и продано в течение первых 3 лет после выхода этой книги. Экранизация этой книги в кино впервые состоялась в 1973 году кинорежиссером Джеймсом Шефнером. Я лично не смотрела ремейк и оригинальный фильм, или ремейк, я не знаю, как его назвать, да, книги 1973 года. Я смотрела только 2017 год на языке оригинала, то есть у меня абсолютно чистый лист, чистое восприятие, поэтому в этом мне кажется моя прелесть, что я не сравниваю фильм года выпуска 73-го, да, или там с книгой. То есть я увидела только фильм 2017 года и хочу поделиться с вами своими ощущениями, своими впечатлениями, своими эмоциями от увиденного. И премьера этой картины состоялась 7 сентября 2017 года, и общие кассовые сборы этого фильма составили более 10 миллионов долларов. Представляете? В главных ролях Чарли Ханнем и Рами Малек. Прежде чем я перейду непосредственно к психологическому анализу и разбору этой картины, я подготовила для вас мини-биографию главных героев. Почему это важно? На мой взгляд, что актер не может сыграть феноменально так свою роль, не погружаясь полностью и не проживая это на своей собственной шкуре, своим собственным телом и своей собственной душой. Я считаю, что гениальные актеры, они после игры и вот таких вот погружений в сцены даже имеют психические расстройства после игры каких-либо фильмов, да, то есть очень много это требует от тебя энергии и полной самоотдачи. Именно поэтому получается такой шедевр и такая феноменальная игра. Прежде чем мы пройдемся по автобиографиям главных героев, ставь лайк и подписывайся на колокольчик, если ты гость на моем канале. Итак, сейчас пройдемся кратко по биографии и личной жизни актера Чарли Ханнема. На его родине, в Великобритании, он получил известность широкую за роль Нейтана Мелани в сериале «Близкие друзья». И среди самых популярных его работ это роль байкера Джекса в сериале «Сыны анархии» и короля Артура в фильме Гая Ричи «Меч короля Артура». Если бы мне нужно было характеризовать этого актера, я бы сказала, что он вот воплощение мужественности. И если посмотреть на его биографию, его жизнь, да, его сценарий в жизни, который он проходил,
это действительно такой человек, как Iron Man, который сам себя сделал. Почему я так думаю, я сейчас вам расскажу. Отец главного актера, это я сейчас рассказываю биографию реальной жизни актера Чарли Ханнема. Его отец был наркоторговцем, и когда Чарли было 2 года, отец ушел из семьи, просто растворился. В 12 лет, когда была Чарли, его мать повторно вышла замуж, и было принято решение, что он будет жить в деревне. Я не знаю, история умалчивает в интернете с бабушкой или с дедушкой, ну то есть он прошел сепарацию со своей матерью насильно, by force. И в юности он увлекался и играл в регби, и очень часто дрался с одноклассниками. За месяц до выпускных экзаменов в школе он был отчислен за драки. Впоследствии он, конечно же, закончил общеобразовательную школу и поступил в Кембриджский колледж, где получил степень по теории и истории кино. В 1999 году Ханнем встретил актрису Кэтрин Таун на съемках, где-то там на пробах. Они поженились в Лас-Вегасе после 3 недель отношений и развелись в 2002 году. Так, Чарли Ханнем, ему 45 лет, он разведен, профессиональный мастер джиу-джитсу. С 2016 года актер занимается джиу-джитсу, и в октябре 2018 года он получил синий пояс. Именно поэтому получились такие впечатляющие и феноменальные сцены его драк, да, потому что он мастер с синим поясом по джиу-джитсу. И в 2005 году актер включен в список самых сексуальных мужчин по версии журнала Elle. Мне кажется, в своих фантазиях очень много женщин в мире мечтали бы оказаться с ним заключенной в неодиночной камере. На сегодняшний день он живет в ранчо в Калифорнии с 2 ослами и 30 курами и не ведет соцсетей и ведет затворнический образ жизни. Вот такой вот актер Чарли Ханнем. Его напарник в картине и в тюрьме Луи Дега, он же Рами Малек, актер, которому на сегодня 44 года. Он американский актер египетского происхождения. Итак, Рами Малек, он американский актер египетского происхождения. Его родители родом из Египта. И в 1978 году его семья Рами Малека эмигрировала в Америку. И в 1981 году родился у них сын, которого назвали Рами. Родился он в Лос-Анджелесе. Его родители очень хотели, чтобы он стал юристом, но он всегда мечтал и очень хотел и тяготел стать именно актером. И слава богу, я очень за него рада, что у него это получилось. И он стал действительно звездой мирового масштаба. У него несколько Оскаров, насколько мне известно. И он феноменально играет. Я считаю, что вот не просто играет, а он проживает вот каждую свою роль. Он погружается просто на 100%. Личной жизни Рами Малека ничего не известно. Известно, что он не женат и также не ведет соцсети, так же, как и Чарли Ханнем. Проживает на сегодня он в Лондоне. А теперь вернемся к фильму. Фильм рассказывает нам историю талантливого вора Анри Шарьера по прозвищу Мотылек, несправедливо осужденного за убийство в 1930-х годах. И оказавшись в тюрьме во французской Гвиане, этот мотылек не оставляет ни на секунду мысли о побеге, несмотря на все нечеловеческие условия и рабские условия этой системы тюрьмы, да, и жестокости этих надзирателей. Чтобы выжить, он создает для себя цель и смысл жизни и своего существования, пребывания, отбывания своего срока, то есть охранять фальшивомонетчика, с помощью которого и совместно они планируют побег. И именно эта встреча с Луи и с ним же, с Рами Маликом, становится для них началом переживания их множества испытаний. То есть это неудачные попытки побега, одиночное заключение, предательство и полное отчаяние. Хочу поделиться с вами 2 эпизодами в этой картине, которые произвели на меня глубочайшее впечатление. Первый эпизод – это когда главный герой Анри находится в одиночной камере, в которой он вынужден находиться, насколько мне известно по фильму, более 5 лет.
Он полностью изолирован от мира, у него нет доступа ни к чему абсолютно, даже к книгам, и ему запрещено общение и разговор. И на самом деле это самая страшная пытка, когда ты не можешь разговаривать. Все, что тебе остается в этот момент, это разговаривать с самим собой. И в этом моменте одиночная камера здесь выступает как метафора. То, что кто не любит одиночество, тот будет бежать от себя всю свою жизнь. Главный герой именно в этой камере встречается истинно с самим собой, со своими значениями, со своими смыслами. Он сам создает себе смысл для того, чтобы продолжать эту жизнь и продолжать эту борьбу за свою свободу. И именно в этой камере зарождается истинная дружба между главными героями, когда они проходят вот эти вот испытания. Но он принимает решение, что нет, я погибну, да, за этого друга, со своего, и в этом мой смысл. И я попытаюсь исчезнуть и составить для себя свои смыслы и значения новые, что пусть я погибну, что я лучше умру стоя, чем я буду продолжать жить на коленях. И также кульминацией и апогеем силы духа главного героя является завораживающая сцена побега из этого острова дьявола, да, когда он прощается со своим другом Луи. И вот этот вот прыжок в океан, в бездну, вот это вот смирение перед неизбежностью смерти, этот прыжок, да, когда лучше умереть, чем вот так вот продолжать жить. Что лучше умереть в борьбе за жизнь, чем жить вот этим вот сломленным рабом в ожидании смерти. Феноменальная сцена, завораживающая, которая... У меня мурашки были, да, по коже, когда я смотрела эту сцену. «Мотылек», на мой взгляд, это не просто история о побеге из тюрьмы, да. Подобных историй снято очень много, на самом деле, таких тюремных, да, скажем так, тюремной романтики. Но здесь не романтика, а действительно трагедия о человеческой жизни и о силе человеческой души и жажде к жизни, на мой взгляд, да. То есть это история о человеке, о герое, который, столкнувшись с бесчеловечностью и жестокостью этой системы, он не теряет веры в себя и верит в свою мечту и жажду свободы, и не теряет желания и жажды к жизни. Фильм, на мой взгляд, заставляет задуматься на самом деле о цене свободы, о том, на что готов пойти человек ради достижения этой свободы, и о том, что даже в самых страшных условиях и испытаниях все-таки можно сохранить человечность и сострадание, и сопереживание. Каким образом можно это сохранить? Конечно же, через коннект и межличностные отношения, что в самые страшные и сложные моменты человеку нужен человек, просто жизненно необходим, да, для выживания. Для меня этот фильм об этом. То есть этот фильм заставляет задуматься о многом. Этот фильм очень сложный, он далеко подойдет не каждому зрителю, но он действительно остается в памяти на долгое время. На мой взгляд, это потрясающий тандем актеров Чарли Ханнема и Рами Малика. И я считаю, что эти актеры сыграли свои роли не на 100%, на все 200%. Это очень сильные, потрясающие сознание и восприятие актерские работы. Это, конечно же, не только актерская работа, но и совместная работа режиссера и кинорежиссера. Потому что когда вот сцены, которые я описала, которые впечатлили меня, а также сцена вот присутствия главного героя в камере, что ты как будто бы находишься с ним и проживаешь с ним вот эти вот все его чувства и ощущения. И я должна заметить, что при подготовке к съемкам Чарли потерял более 20 килограмм. И во время съемок этой картины, на протяжении всех съемок, он придерживался специального рациона, максимально приближенного к тюремному. Если вы посмотрите, вы заметите, что там невооруженным глазом видно, что нужно было сбросить, ну, точно больше 15-20 килограмм для того, чтобы это была реальная роль заключенного, да, который содержится в камере одиночной и у которого нет еды, то есть голодание. Фильм «Мотылек» очень сложный. Потрясающее сознание, больше подходит для мужской аудитории и для мужчин, да, потому что он, на мой взгляд, развивает именно мужественность и силу воли, мотивирует тебя к достижению своих целей. Главный месседж этой картины, на мой взгляд, что не останавливаться, несмотря ни на что, продолжать свою борьбу к своей цели, потому что у самурая
Есть цель, но у самурая также есть путь. И путь не менее важен, чем цель. Вот такие вот значения, дорогие мои, я вижу в этой картине. Если вы не смотрели, я вас горячо направляю посмотреть картину. И если вы смотрели картину, делитесь в комментариях, о чем для вас эта картина. Я благодарю вас за то, что досмотрели до конца. Благодарю вас, что вы со мной. И до новых встреч на моем канале «Психология Виктории».